что если самый смертоносный залив Японии стал местом, где построили мост весом в 30 тысяч тонн, не для машин, а чтобы остановить следующую волну-убийцу, 11 марта 2011 залив Кесеннума поглотил живьем больше 1000 человек за несколько минут. Японцы не стали просто отстраиваться, они вбили в дно этого залива стальные опоры высотой с 9-этажный дом и перекинули через воду мост, который должен пережить волну в 20 метров. Население около 73 тысяч человек. Флот – один из крупнейших в префектуре Мияги. До 11 марта 2011 Кесеннума считалось процветающим рыбацким городом на севере острова Хонсю. Залив глубоко врезается в сушу, что делало его идеальной гаванью для судов. Именно эта же форма залива превратила его в смертельную ловушку в день катастрофы. Рыбаки, которые видели обнажившееся дно, знали – это предупреждение. Когда подводное землетрясение магнитудой 9,0 ударило в 130 километрах от берега, вода в заливе сначала резко отступила. Но эвакуация заняла слишком мало времени. Волна пришла через 28 минут после первого толчка и поднялась внутри залива до 18 метров. Форма бухты сработала как воронка. Вода не разлилась вширь, а сжалась и ударила вертикально вверх. Целые кварталы исчезли за несколько секунд. Рыболовецкие суда оказались на крышах трехэтажных домов. Нефтебаза загорелась, и горящее топливо поплыло вместе с волной, поджигая все на пути. Пожар в заливе продолжался несколько суток. После того, как вода ушла, городские власти столкнулись с парадоксом. Залив — это жизнь города. Без рыболовства, без судоходства, без портовой инфраструктуры Кесеннума перестает существовать как экономическая единица. Но именно залив убил 1870 человек из числа жителей города и прилегающих районов. Остаться у залива без защиты значит обречь следующее поколение на ту же судьбу. Бросить залив, да, значит бросить город. Первое решение, которое предложили инженеры — гигантская бетонная стена вдоль берега. Япония уже строила подобные сооружения десятилетиями. К 2011-му страна имела около 40% всей береговой линии, защищенной бетонными волнорезами и стенами. Проблема в том, что в день цунами большинство этих стен либо оказались слишком низкими, либо волна просто перехлестнула через них. В городе Камаиси стена высотой 6 метров и стоимостью в $1,5 миллиарда строилась 30 лет. Цунами прошло поверх нее без остановки. В Кесеннуме инженеры предложили другой подход. Вместо того, чтобы строить стену поперек залива, они решили перекрыть вход в него стальным мостом. Логика на первый взгляд звучит странно. Мост пропускает воду под собой, он не останавливает волну физически. Но функция этого сооружения принципиально другая. Мост соединяет два берега залива там, где раньше не было никакой переправы. В день цунами 2011-го сотни людей погибли, потому что не могли быстро покинуть полуостров Кара. Единственная дорога шла в объезд всего залива, и пробки заблокировали эвакуацию. Новый мост сокращает этот маршрут с 45 минут до 4. Но это только первый уровень замысла. Мост проектировался так, чтобы выдержать удар волны высотой 20 метров и устоять при землетрясении магнитудой 9. Его опоры уходят в морское дно на глубину 30 метров и залиты в скальное основание. Пролеты подняты над водой на 6 метров. Достаточно, чтобы под ним прошли крупные рыболовецкие суда. И достаточно, чтобы в случае следующего цунами мост не стал плотиной, которая только усилит давление воды на берег. Японские инженеры назвали этот принцип мягкой защитой, в противовес жесткой стене. Стена говорит волне: «Стой!» Мост говорит людям: «Беги!». Разница в этих двух словах стоила 1000 жизней в 2011. Строительство моста через залив Кесеннума началось в 2015-м, через 4 года после катастрофы. За это время инженеры компании Pacific Consultants провели более 200 замеров дна залива, изучая не только глубину, но и состав грунта, направление подводных течений и точные данные о высоте волны 2011 года в каждой конкретной точке маршрута. Проектирование заняло 3 года, дольше, чем строительство многих обычных мостов. Главная инженерная проблема состояла не в длине пролетов и не в глубине опор. Проблема заключалась в том, что мост должен был выдерживать два принципиально разных типа нагрузки одновременно. Первый — это горизонтальный удар цунами, когда масса воды движется параллельно поверхности со скоростью до 80 км в час и давит на опоры с силой в несколько тысяч тонн. Второй — это вертикальная нагрузка, когда уровень воды поднимается и начинает давить на нижнюю поверхность пролетов снизу вверх, буквально пытаясь вырвать конструкцию из опор. Большинство мостов в мире проектируются только против вертикальных нагрузок сверху вниз. Веса машин, снега, собственной конструкции. Для этого пролеты крепятся к опорам не просто болтами, а специальными стальными хомутами, которые удерживают конструкцию при попытке воды ее поднять. Мост через Кесеннуму стал одним из немногих в мире, где инженеры закладывали в расчеты подъемную силу воды. Сам мост получил название Кесеннума Оохаси.
Большой мост Кисеннума. Его длина составляет 886 метров. Это не рекорд для Японии, но цифры материала впечатляют иначе. На строительство ушло около 30 тысяч тонн стали, примерно столько же, сколько весит крейсер военно-морского флота. Каждая из 6 основных опор уходит в морское дно на глубину от 25 до 32 метров, в зависимости от рельефа. Сваи диаметром 1,5 метра забивались в скальное основание с помощью специальных плавучих кранов, которые доставлялись в залив по частям и собирались прямо на воде. Сталь для моста производилась на заводах в Китабе и Кавасаки с особыми требованиями к составу сплава. Обычная конструкционная сталь при длительном контакте с морской водой начинает корродировать критически быстро. Для Кесеннума применили так называемую атмосферостойкую сталь. Ее поверхность при окислении образует плотный защитный слой ржавчины, который блокирует дальнейшее разрушение металла. Такая сталь не требует покраски и рассчитана на 100 лет службы в условиях морского климата без замены несущих элементов. Монтаж пролетов проводился методом надвижки. Секции весом от 300 до 500 тонн, каждая изготавливались на берегу, а затем надвигались на опоры с помощью гидравлических домкрат. Этот метод исключал необходимость использования плавучих кранов на этапе установки пролетов, что критически важно при сильных приливных течениях в заливе. Скорость надвижки составляла около 3 метров в час. Медленно, но с точностью позиционирования до 2 мм. Параллельно со строительством моста береговая линия вокруг залива поднималась на 4-6 метров за счет насыпного грунта. Это отдельный масштаб работ. Миллионы кубометров земли перемещались, чтобы поднять уровень городских кварталов физически выше уровня возможного затопления. Мост в этой системе не единственный элемент защиты, а ключевое звено эвакуационной инфраструктуры, которая должна работать в первые минуты после удара, когда каждая секунда определяет, успеет ли человек выбраться из зоны затопления. Только мост через залив обошелся японской казне в 21 миллиард иен, около 180 миллионов долларов по курсу на момент завершения строительства. Но эта цифра теряется на фоне общей стоимости восстановления Кисен. Город потратил на реконструкцию более 300 миллиардов иен. И это только прямые расходы на инфраструктуру, без учета компенсаций пострадавшим семьям и потерь частного бизнеса. Цунами 2011-го уничтожило в Кесенуме около 11 тысяч зданий. Еще 3 тысячи получили критические повреждения. Из 73 тысяч жителей города около 20 тысяч человек лишились жилья в течение одного дня. Городская рыболовецкая инфраструктура, причалы, холодильные склады, рыбоперерабатывающие заводы была уничтожена практически полностью. Из нескольких сотен судов либо затонул, либо оказался выброшен на сушу далеко от берега. Характерный символ катастрофы — рыболовное судно Кётокумару-18 водоизмещением 330 тонн. Волна подняла его и забросила в самый центр городского квартала, где оно и осталось стоять посреди разрушенных домов. Городские власти несколько лет спорили о его судьбе. Часть жителей требовала сохранить корабль как памятник погибшим. Другие настаивали на сносе. Слишком болезненное напоминание. В 2006 году судно все же разрезали на металлолом, но сохранили носовую часть как постоянный монумент. Экономические потери региона Тохоку, куда входит Кисеннума, составили по оценкам японского правительства около 16 триллионов иен, примерно 200 миллиардов долларов. Это сопоставимо с годовым бюджетом такой страны, как Австрия. Цунами 2011 вошло в историю как самое дорогостоящее стихийное бедствие в истории человечества, обогнав даже ураган Катрина в США. Но деньги — это измеримая часть потерь. Демографические последствия оказались труднее поддающимися восстановлению. После катастрофы из Кесенумы уехало около 15 тысяч человек. Почти каждый 5-й житель. Многие из уехавших — молодые семьи с детьми, которые решили не возвращаться в город у залива, который однажды уже убивал. К 2020-му население Кисеннумы составляло около 60 тысяч человек против 73 тысяч до катастрофы. Город восстановил здания, но не смог вернуть людей. Японское правительство выделило на восстановление всего региона Тохоку 26 триллионов иен на период с 2011 по 2021. 10 лет финансирования, которое шло одновременно на 3 направления: физическое восстановление инфраструктуры, экономическое возрождение рыболовной отрасли и строительство новых защитных сооружений. Мост через залив финансировался из этого фонда как объект критической эвакуационной инфраструктуры, а не просто как транспортное сооружение. Парадокс восстановления состоял в следующем. Чем масштабнее и дороже становилась защитная инфраструктура, тем меньше людей возвращалось, чтобы жить под ее защитой. Гигантские бетонные стены высотой до 14 метров, построенные вдоль побережья Тохоку за триллионы иен, в некоторых городах защищают почти пустые кварталы. Жители видят стену и понимают, за ней скрывается море, которое однажды пришло за ними. Мост через Кесенуму строился с другой философией: не спрятать море за бетоном, а отдать людям возможность убежать быстрее, чем море успеет их догнать. В префектуре Ивате, соседней с Мияги, стоит каменная плита высотой около метра с надписью, которой больше 600 лет.
Если бы мост через Кесенмума мог рассказать свою историю, он бы точно сказал: «Не бойся волны, просто научись бежать быстрее». А если ты тоже хочешь быть в курсе всех новинок, загляни на playprofit.com, где собраны самые популярные нейросети. Ссылка в описании. И не забудь про бонус в 500 токенов при регистрации. Текст на ней гласит: «Не строй дома ниже этой отметки». Плиту установили после цунами 14 века, когда волна уничтожила прибрежные деревни. Жители следовали этому предупреждению на протяжении столетий, и в 2011 дома выше этой отметки уцелели. Дома ниже исчезли. Таких плит вдоль побережья Японии насчитывается более 100 штук. Самый старый — около 600 лет, самый новый — около 100. Они фиксируют границы затопления после каждого крупного цунами и передают эту информацию следующим поколениям в самой простой возможной форме — камень с текстом. Никакой электроники, никаких баз данных, которые могут быть уничтожены вместе с инфраструктурой. Просто камень, который стоит дольше, чем живут люди. Японская система защиты от цунами строится на 3 уровнях, которые инженеры называют многослойной обороной. Первый уровень — предупреждение. Япония располагает сетью из более чем 800 сейсмографов и 200 океанских буев, которые фиксируют изменения уровня воды в открытом океане. После землетрясения 2011-го система предупреждения сработала за 3 минуты. Сигнал тревоги прозвучал по всему побережью через 180 секунд после первого толчка. Проблема была не в предупреждении, а в первоначальной оценке высоты волны. Автоматические системы предсказали волну высотой 3 метра. Пришла волна высотой 18. Второй уровень — физические барьеры. После 2011 Япония построила или усилила защитные стены на протяжении 400 километров побережья Тохоку. Общая стоимость этих сооружений превысила $12 миллиардов. Стены достигают высоты 14 метров в наиболее уязвимых местах. Инженеры проектировали их не как абсолютную защиту, а как средство выиграть время, замедлить первую волну на несколько минут, чтобы люди успели подняться выше. Третий уровень — эвакуация. Именно здесь мост через Кесенуму занимает свое место в системе. По всему побережью Тохоку после 2011-го построено более 200 новых эвакуационных башен, железобетонных конструкций высотой от 10 до 20 метров с открытыми лестницами и площадками наверху. Каждая башня рассчитана на укрытие от 100 до 300 человек. Расстояние между башнями выбирается так, чтобы любой житель прибрежной зоны мог добраться до ближайшей за 5 минут пешком. Но главный японский секрет не в железе и бетоне. В школах префектуры Ивате с 1 класса проводятся обязательные учения по эвакуации от цунами. Дети знают маршрут эвакуации так же хорошо, как дорогу домой. В городе Камаиси во время цунами 2011-го почти все школьники выжили. Они начали бежать к возвышенности немедленно, не ожидая команды взрослых и не оглядываясь на родителей. Этот случай японские специалисты по управлению рисками изучают до сих пор и называют его чудом Камаи. Погибли те, кто вернулся за вещами или ждал официального сигнала. Выжили те, кто побежал сразу. Именно этот принцип — немедленное действие без ожидания подтверждения — лежит в основе японской философии защиты от природных катастроф. Мост через Кесенуму строился с учетом того, что в момент следующего цунами люди будут бежать по нему в панике, в темноте, возможно, под дождем и афтершоками. Поэтому ширина проезжей части — 10 метров, что позволяет одновременно двигаться потоком пешеходов и автомобилей в одном направлении. Перила рассчитаны на удержание человека при крене конструкции до 5 градусов. Покрытие противоскользящее при любой погоде. Залив Кесенума не стоит на месте. Каждый год приливные течения перемещают тысячи тонн донных отложений, меняя рельеф дна. Тайфуны, которые проходят через регион в среднем 3-4 раза в год, создают волны высотой до 7 метров даже в обычных условиях. Японские острова смещаются относительно друг друга на несколько сантиметров ежегодно из-за тектонической активности. Инженеры проектировали мост в условиях, когда сама земля под ним не является стабильной точкой опоры. Землетрясение 2011-го сдвинуло остров Хонсю на 2,5 метра в сторону Тихого океана за несколько минут. Береговая линия в районе Кесенумы опустилась примерно на 80 сантиметров относительно уровня моря и осталась на этой отметке навсегда. Это означает, что территории, которые раньше находились выше уровня приливов, теперь регулярно затапливаются даже при обычных штормах. Мост проектировался с учетом этого нового, более низкого уровня суши. Его опоры рассчитаны на дополнительное погружение в случае повторного крупного землетрясения. Сейсмическая защита моста реализована через систему свинцово-резиновых изоляторов, установленных между опорами и пролетом. Каждый изолятор представляет собой многослойный блок из чередующихся листов резины и стали с сердечником из чистого свинца диаметром около 20 сантиметров. При землетрясении этот блок деформируется горизонтально, поглощая энергию колебаний и не передавая их на пролет. Такие изоляторы позволяют пролетам смещаться относительно опор на 30-40 сантиметров в любую сторону без повреждения конструкции. После прекращения колебаний свинец возвращает систему в исходное положение за счет собственной упругости. Отдельная инженерная задача — коррозия. Залив Кесенума находится в зоне активного рыболовства, и вода в нем содержит
содержит повышенную концентрацию органических веществ, которые ускоряют разрушение металла. Подводные части опор покрыты эпоксидным составом толщиной 8 мм, в 3 раза толще стандартного покрытия для морских сооружений. Зона переменного смачивания. Участок опоры, который то находится под водой, то оказывается на воздухе при смене приливов. Защищена дополнительными титановыми накладками, приваренными по всему периметру. Титан в морской воде практически не корродирует на протяжении сотен лет. Строители столкнулись с неожиданной проблемой во время забивки свай. Под дном залива на глубине около 20 метров обнаружился слой мягкого вулканического туфа толщиной от 3 до 5 метров. Этот материал не давал сваям достичь скального основания стандартными методами. Пришлось применять технологию вращательного бурения с одновременной подачей цементного раствора под давлением С. Свая не забивалась, а буквально ввинчивалась в грунт, заполняя пространство вокруг себя цемент. Эта технология увеличила стоимость фундаментных работ примерно на 30% и задержала строительство на 7 месяцев. Параллельно с физическими испытаниями инженеры столкнулись с математической проблемой. Расчеты нагрузки от цунами основывались на данных волны 2011-го, самой хорошо задокументированной в истории. Но исторические записи показывают, что в 1896-м в регионе прошло цунами, которое было выше. Волна Мэйдзи, как ее называют японские геологи, достигала в некоторых точках побережья 38 метров. Данных о ее точных характеристиках в заливе Кесенума не сохранилось. Инженеры приняли решение заложить в расчеты 25% запас прочности сверх показателей 2011-го, фактически проектируя мост против волны, которую никто никогда не измерял, опираясь только на исторические свидетельства очевидцев и геологические следы на береговых скалах. На пике строительства в заливе Кесенума одновременно работало более 400 человек. Сварщики, водолазы, операторы кранов, геодезисты и бетонщики. Плавучая база располагалась прямо на воде. Понтонный городок с жилыми модулями, столовой и медпунктом, который перемещался вдоль трассы моста по мере продвижения работ. Водолазы уходили под воду в 3 смены круглосуточно в период установки свай. Морское дно в заливе не оставляло возможности работать только в светлое время суток. Сварка стальных пролетов велась в специальных защитных палатках, натянутых прямо над местом соединения сектора. Морской воздух с высоким содержанием соли критически влияет на качество сварного шва. Даже незначительное попадание влаги в зону сварки создает микропоры, которые под нагрузкой становятся точками разрушения. Каждый шов проверялся ультразвуковым контролем в течение 24 часов после сварки. Из примерно 18 тысяч швов на всей конструкции около 300 были признаны недостаточными и переварены заново. Самый сложный момент строительства наступил в августе 2017-го, когда тайфун с порывами ветра до 140 км в час прошел непосредственно через залив. К тому моменту 3 центральных пролета уже были установлены на опоры, но не закреплены окончательно. Монтажные хомуты были затянуты только на 70% от расчетного момента затяжки. Бригада из 12 человек оставалась на мосту во время шторма, контролируя смещение пролетов с помощью датчиков и готовясь экстренно затянуть крепление при критических показаниях. Максимальное зафиксированное смещение центрального пролета составило 18 сантиметров. В пределах допустимого, но достаточно для того, чтобы бригадир записал этот день в журнале как критический инцидент без последствий. Строительство моста совпало с острой нехваткой рабочей силы в Японии. Восстановление Тохоку требовало одновременно десятков тысяч строителей по всему региону, и конкуренция за квалифицированных специалистов была жесткой. Компания-подрядчик была вынуждена привлекать сварщиков и монтажников из префектур, удаленных от места строительства на 500 и более километров. Ротация бригад происходила каждые 6 недель, рабочие приезжали, жили на плавучей базе и уезжали, уступая место следующей смене. За 5 лет строительства через объект прошло более 3000 человек. Местные рыбаки поначалу встретили строительство с открытой враждебностью. Плавучая техника перекрывала традиционные маршруты судов. Шум от забивки свай распугивал рыбу на несколько километров вокруг. Взвесь от земляных работ мутила воду и уничтожала нерестилища устриц, которые являются одним из основных промыслов залива. Рыболовецкий кооператив Кесенумы подал официальную жалобу в префектуральное правительство и потребовал компенсации. Переговоры продолжались около года и завершились выплатой кооперативу около 300 миллионов иен в качестве возмещения ущерба промыслу, а также обязательством подрядчика ограничить подводные работы в период нереста. Мост был завершен в марте 2021, ровно через 10 лет после катастрофы. Открытие намеренно приурочили к этой дате. На церемонии присутствовали выжившие жители, потерявшие в цунами родственников, и рабочие, строившие мост с первого дня. Губернатор префектуры Мияги пересек мост пешком от одного берега до другого, 886 метров над водой того самого залива, который 10 лет назад убивал людей. Первый автомобиль, официально проехавший по мосту, принадлежал семье, потерявшей в цунами 3 членов и не покинувшей город за все эти годы.
16 марта 2022, через год и 5 дней после открытия моста, в 100 километрах от побережья Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,4. Это было не цунами генерирующее событие, но достаточно мощное, чтобы проверить каждое инженерное решение, заложенное в конструкцию за 6 лет проектирования и строительства. Толчки ощущались в Кесенуме как резкие горизонтальные удары продолжительностью около 40 секунд. Жители, помнящие 2011, бежали к мосту немедленно. Не потому, что объявили эвакуацию, а потому, что ноги сами несли их прочь от берега. Датчики, установленные на опорах и пролетах моста, зафиксировали в тот день максимальное ускорение конструкции в 0,31 единицу ускорения свободного падения. Свинцово-резиновые изоляторы сработали точно по расчету. Пролеты сместились относительно опор на 11 сантиметров в горизонтальной плоскости и вернулись в исходное положение после прекращения колебаний. Визуальный осмотр, проведенный на следующий день, не выявил ни одной трещины в сварных швах, ни одного нарушения покрытия опор. Мост выдержал первое реальное испытание без единого повреждения. Но настоящая проверка философии моста произошла не в конструкции, а в поведении людей. Видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали, что через 12 минут после первого толчка по мосту в сторону возвышенности двигались 183 автомобиля и несколько десятков пешеходов. Маршрут, который в 2011 занимал 45 минут в объезд залива, теперь преодолевался за 4 минуты. Предупреждение о возможном цунами было снято через 40 минут после землетрясения. Волна не образовалась. Но те 183 водителя, которые пересекли залив по мосту, уже находились в безопасной зоне через 4 минуты после начала эвакуации. В 2011 многие из них не успели бы. Геологи, изучавшие последствия землетрясения 16 марта, зафиксировали в районе Кисенумы вертикальное смещение грунта на 3 сантиметра. Незначительная цифра, но она означает, что тектонические процессы в регионе продолжают. Плита Тихого океана продолжает погружаться под Евразийскую плиту со скоростью около 8 сантиметров в год, накапливая напряжение, которое однажды снова освободится. Японские сейсмологи оценивают вероятность землетрясения магнитудой 8 и выше у побережья Тохоку в течение ближайших 30 лет на уровне 70%. Это означает, что мост через Кесенуму с высокой вероятностью будет испытан по-настоящему еще при жизни людей, которые его строят. Инженеры, проектировавшие конструкцию, это понимали. Именно поэтому в техническую документацию включен раздел, которого нет в большинстве мостовых проектов. План поведения конструкции при частичном разрушении. Расчеты показывают, что даже при потере одной из 6 основных опор оставшаяся конструкция сохраняет несущую способность, достаточную для пешеходной нагрузки. Это значит, что даже поврежденный мост остается эвакуационным маршрутом. Самый тревожный сценарий, который просчитывали японские инженеры, одновременное воздействие землетрясения и цунами при максимальных параметрах обоих событий. Волна высотой 25 метров, движущаяся со скоростью 70 км в час при одновременных горизонтальных колебаниях грунта, амплитуды и полметра. Компьютерное моделирование показало, что в этом сценарии мост устоит, но с деформацией пролетов до 20 сантиметров от проектного положения и повреждением дорожного покрытия. После такого события мост потребует капитального ремонта, но не обрушится. Люди, бегущие по нему в момент удара волны, доберутся до другого берега. Именно эта цифра, не 0 повреждений, а 0 жертв при движении по мосту, является настоящим критерием успеха для японских инженеров. Мост не должен быть вечным, он должен работать в самый критический момент. Сегодня по мосту через залив Кесенума ежедневно проезжает около 8 тысяч автомобилей. Рыбаки используют его, чтобы быстрее добираться до рынка. Школьники переезжают на нем из одного района в другой. Туристы останавливаются посередине и фотографируют залив, который 10 лет назад был заполнен горящим топливом и обломками домов. Мост стал частью повседневной жизни города раньше, чем кто-либо ожидал. Но главный вопрос, с которого начиналась эта история, звучал иначе. Можно ли вообще победить цунами? Можно ли построить что-то, что остановит волну высотой с 6-этажный дом, движущуюся со скоростью реактивного самолета в открытом океане? Ответ японских инженеров однозначен. Нет, остановить цунами невозможно. Ни один мост, ни одна стена, ни одна конструкция из стали и бетона не способна поглотить энергию, которую несет волна, рожденная смещением тысяч километров морского дна. Энергия цунами 2011 была эквивалентна примерно 9 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Против такой силы не существует физического барьера. Победа над цунами выглядит иначе. Она измеряется не в метрах высоты бетонной стены, а в минутах, которые люди выигрывают для эвакуации. Мост через Кисенуму сокращает маршрут эвакуации с полуострова Кара на 41 минуту. Именно столько времени не хватило сотням людей в 2011. 41 минута. Это и есть измеримая победа. В 2011 году система предупреждения о цунами
цунами в Японии сработало за 3 минуты. Волна пришла через 28 минут. У людей было 25 минут на эвакуацию. Те, кто жил на полуострове Кара и имел только один путь отступления в объезд всего залива, не успевали физически. Теперь они успевают запасом в 21 минуту. Японские власти рассекретили внутренние расчеты, которые проводились при обосновании строительства моста. Согласно этим расчетам, при повторении сценария 2011 с учетом нового моста и поднятых городских кварталов, количество жертв в Кесенуме сократится примерно на 60% по сравнению с реальными потерями. 60% от 1870 человек — это больше 1000 спасенных жизней при следующем ударе. Жизней людей, которые еще не родились или которым сейчас несколько лет. Рядом с въездом на мост со стороны полуострова Кара установлена небольшая табличка. На ней нет торжественных слов о победе над стихией и нет имен инженеров. Текст состоит из одной фразы. В случае землетрясения немедленно эвакуируйтесь на возвышенность. Та же инструкция, что была выбита на каменных плитах 600 лет назад. Та же мысль, только теперь подкрепленная 86 метрами стали весом 30 тысяч тонн. Япония не победила цунами. Япония научилась убегать от него быстрее. И пока тектонические плиты продолжают двигаться под Тихим океаном, это единственная победа, которая имеет реальный смысл.